Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на канал! Сегодня мы наконец-то завершаем постройку квартала, где есть кафе, есть прачечная, есть квартира над прачечной, есть отдельный дом истинных хозяев всего этого богатства. Сегодня я наконец-то завершаю всю эту постройку, заканчиваю квартиру над прачечной. Это квартира нынешнего хозяина всего этого хозяйства, то есть кафешки и прачечные. Это сын основных хозяев, которые первые построили все это добро в квартале. И я дооформляю ванную, и потом еще выход на улицу, не на улицу, на крышу, где я сначала хотела сделать такую отдыхательную зону, но потом поняла, что, скорее всего, сын хозяев такой трудоголик, то есть по его квартире понятно, что он там мало времени проводит, там мало всего, все очень простое, функциональное. В общем, он такой трудоголик, что вряд ли бы там отдыхал, поэтому я там установила солнечные панели, которые, скорее всего, снабжают электроэнергией, конечно же, не всю прачечную, потому что, чтобы снабдить столько машинок стиральных, нужно, я не знаю, сколько этих панелей налепить. Поэтому, хотя бы его дом, он немного экономит энергию, он современный, он заботится об окружающем мире, поэтому вот на крыше его квартиры есть солнечные панели. И в завершении я наконец-то дохожу до истинного дома, который был здесь. Я предполагаю, что он был первый. Это был первый домик, когда сам Мишуна еще не был таким прогрессивным урбанистическим городом, в котором было много многоэтажек и так далее, когда он еще был таким маленьким провинциальным городочком. В общем, этот домик стоял здесь очень давно, его хозяева жили здесь достаточно давно. Потом они решили открыть кафе, а потом еще и прачечную, видя, как хорошо дела идут в кафе. В общем, они оставили этот дом за собой, а вот их сын отселился от них в прачечную, построив себе двухэтажную огромную квартиру. И этот маленький дом, он сделан именно в таком немного старинном стиле, можно так сказать. То есть тут очень много дерева, такие обои я выбрала. Я очень люблю вот эти дерево именно с тканью, скорее всего. С тканью, с рисунком, то есть как раньше делали, потому что обои раньше были не бумажные, а именно тканевые с росписью и так далее. В общем, и в целом все в этом доме такое немножко, в старом стиле, то есть это изначальный такой, где не было достаточно давно уже ремонта, ничего не менялось, потому что вот люди привыкли так жить, и у них как бы такой вот дом, который они очень любят, ценят и продолжать в нем очень долго жить. Плюс я сделала много маленьких комнаток и сделала большие вот эти проемы, то есть не двери, а именно арки. То, что это раньше на самом деле было характерно очень часто, практически все дома шли с анфиладами комнат, когда из одной комнаты в другую вы могли спокойно пройти. И это было нормально, так считалось, что так хорошо. Поэтому, конечно, анфилады комнат здесь не получилось за счет того, что домик очень маленький, но достаточно уютный и поместилось все, что нужно. Но какую-то часть все-таки анфилад я сделала. И я еще так спрятала зону с телевизором, то есть основная зона — это вот этот круглый стол. Мне кажется, это именно ассоциируется с таким уютом, с таким домашностью и немножечко такой, в старом стиле, что большой круглый стол, где все могли собираться и так далее. А телевизор я засунула в такую нишку, чтобы он есть, они смотрят телевизор, но он не привлекает внимания, потому что основное в зале, в холле, в основной комнате, это, конечно же, камин, который занимает большую часть комнаты. На втором этаже расположилась спальня и кабинет. Кабинет отца, он тоже такой проходной, но он достаточно уютный и комфортный, и там тоже очень много бумаг, очень много такой старый компьютер. То есть раньше отец всем руководил, там кафешкой и прачечной, всеми там документами занимался, это все делал он, но потом дела перенял их сын, но по привычке у отца так и остались бумаги, документы, все там осталось вместе с компьютером, он ничего не менял, не убирал, потому что это его память, это его работа, может быть, он там иногда что-то делает, помогает,
консультирует. Тем более, что он может попасть в квартиру к сыну, не выходя на улицу, потому что я сделала сверху переход для удобства. Ну, мне кажется, так было бы удобнее. Поэтому это такое милое, трогательное дополнение, что вот отец никак не может распрощаться с тем, что было раньше, потому что они как бы сами все это делали, строили это кафе, собирали, ну, там, копили деньги, наверное, собирались, продумывали дизайн, продумывали, что вот будут такое открытое с местностью, ну, на открытой местности, в смысле, с хорошим видом кафе. Вот, поэтому это, мне кажется, мило и трогательно. И на этом я с вами прощаюсь, а вы досматривайте ролик. Сегодня последняя часть. Если вы не смотрели первые две, то обязательно посмотрите, потому что, ну, так будет интереснее и понятнее, что вообще происходит. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока!